Ничего себе. И сколько такой аппарат стоит? Он тебе не по карману. Это хунцы. Хун кто? Да, не таким мы себе будущее представляли. Всем привет, народ! С вами снова канал Доната Синема. И сегодня, как вы уже догадались, у нас очередная форсажная легенда. Но перед тем, как я вам про нее расскажу, я хочу извиниться за то, что мы до сих пор не разыграли модельку Eclipse Брайана О'Коннора. Но сегодня один из вас точно получит эту модельку, поэтому смотрите ролик до конца. Тем более у нас сегодня Toyota Supra из первого форсажа. Или как принято говорить... Думаю, каждый из вас понимает, что снять крутой фильм о тюнингованных тачках достаточно сложно, без особого понимания в этой автокультуре. Поэтому у студии был нанят специальный технический консультант, которого звали Крейг Либерман. И по счастливой случайности именно ему и принадлежала вот эта Supra. Он ее купил еще задолго до форсажа, в 1994 году. И тогда она была еще белого цвета. А спустя буквально неделю она отправилась в мастерскую Грэдди, где получила ряд небольших доработок по двигателю, в результате которых она стала выдавать 450 лошадей. Еще через пару недель она получила новую подвеску, тормоза, новый передний бампер и накладки на пороге. После этого она была перекрашена в цвет Competition Yellow Mica. Это такой яркий желтый цвет, вроде бы еще Mazda RX-7 с завода в нее украсили. Затем на тачку установили задний спойлер, 18-е колеса, и после этих операций она поехала на установку автозвука. Думаете, это все? Нет. Она отправилась на второй круг доработки двигателя, где вместо двух турбин в нее воткнули одну большую. Поставили всякие турботаймеры, буст-контроллеры, и, как сказал автор, после этого он решил немного передохнуть. И вы просто понимаете, сколько единоразово было вкинуто в эту тачку. Тогда же Алиэкспресса не было, ставились только оригиналы. В общем, после всех этих манипуляций тачка стала выдавать 650 лошадей. После того, как проект Supra был завершен, машина начала кататься по разным выставкам, и в один прекрасный день на одной из таких выставок Крейг познакомился с человеком, который работал над никому тогда еще неизвестным фильмом Red Line. Red Line, если вы не в курсе, это рабочее название фильма «Форсаж». И как только машина попала в Universal, Крейгу сразу сказали: слушай, чувак, машина у тебя, конечно, топ, ну давай-ка мы поменяем весь обвес, спойлер, заменим колеса. В общем, вы, наверное, представляете лицо человека, который месяц назад отдал $8000 за покраску своей Supra. В итоге ее перекрасили в цвет Candy Orange, заменили обвес со спойлером, колеса тоже поменяли и наклеили этого атомного гладиатора, без которого теперь это уже будет не форсажная тачка. Единственное, что Universal не изменили, это цвет каркаса безопасности. Ну, наверное, им просто надоело, и они на него забили. Поэтому, если вы хоть раз задавались вопросом, почему машина оранжевая, а цвет каркаса безопасности желтый, то я думаю, теперь вы знаете ответ, потому что просто изначально машина была желтая. Вот именно. Так, мы еще, пожалуй, сейчас на моечку заскочим с вами по-быстрому и продолжим. О, не, походу по-быстрому мы сегодня не помоемся. Надоело стоять в очередях на автомойке? А тереть машину щеткой слишком долго? Представляем вашему вниманию универсальную мойку высокого давления Aquagan от компании Dodge. Теперь вам не нужно думать, где же помыть машину, ведь с помощью Aquagan вы сможете делать это где угодно. Вставляем аккумулятор, кидаем шланг в любую емкость с водой, и все. Вы сможете помыть не только автомобиль, но и велосипед, лодку и даже собаку. В отличие от многих других моделей, Aquagan имеет компактный форм-фактор, что делает ее использование еще более практичным. 30 минут на одном аккумуляторе и 5-метровый погружной шланг сделают эксплуатацию этой мойки очень комфортной, а специальные сменные насадки улучшат качество проделанной работы. Заказывайте универсальную мойку высокого давления Aquagan от компании Dodge на маркетплейсах страны. Несколько ссылочек я оставлю в описании. Давай, все. А деньги? Итак, продолжим нашу историю. Эта Supra в фильме была в кузове Targa. Это значит, что к кузову купе добавлялась съемная крыша. Выглядит, конечно, стильно, но мне не очень нравится данное решение, потому что у нее не было механического привода, как у нормального кабриолета или ростера. И чтобы ее снять, нужно было открутить две гайки сзади, что ни разу не добавляет стиля, если ты стоишь на светофоре. А чтобы ее поставить обратно, я вообще молчу. Ведь нужно выйти, достать ее из багажника, поставить, закрутить гайки. И все это вместо того, чтобы просто нажать кнопочку и уйти красиво в закат.
Короче говоря, тот момент из фильма, где Брайан выбивает ее кулаком, немного приукрашен. На самом деле так можно было сделать только если бы она была не прикручена с самого начала. Свой звездный час машина получила уже ближе к концу фильма, во время погони за китайцами, где эта Супра выполняла разные прыжки. Чтобы быть уверенным, что после очередного прыжка кинопроизводство не остановится, компания закупила аж 8 таких Супер. И причиной этому был тот факт, что после каждого эффектного прыжка в фильме шло не менее эффектное приземление об асфальт, при котором практически в 100% случаев колеса сразу же отправлялись на свалку, прихватывая за собой и другие детали этой Супры. Естественно, мы не могли пройти мимо такого эксперимента, поэтому соорудили вот этот трамплин, чтобы проверить, разложится Супра или нет. В общем, план такой: садимся, разгоняемся, прыгаем, приземляемся, машину в утиль и идем разыгрывать Эклипс. Так, ну крышу я обратно поставил. Ну, знаете, всякое бывает, не хочется головой полировать асфальт. Камеры готовы? Ну, надеюсь, готовы. Погнали. Ну что, в отличие от фильма, в этой тачке практически все осталось целое и невредимое. Видимо, в то время японцы еще умели делать вещи. И уважаемая компания Universal, зачем вам переплачивать за создание тачек для фильма, которые вы все равно потом разобьете? А если можно просто не доплачивать мне? Ну а сегодня, походу, на этом все. Идем разыгрывать Эклипс. Там поддон, хана вообще. Итак, на камере осталось буквально 10% заряда, поэтому давайте быстро. Правила, значит, розыгрыша были такие. Кто вот к этому видео оставляет самый интересный комментарий, тот получит вот этот вот Эклипс Брайана О'Коннора. И в итоге я выбрал аж целых 64 комментария, то есть приоритет я каждому отдать не могу, потому что они каждый по-своему были интересными. Все эти 64 человека были пронумерованы, то есть каждый комментарий был пронумерован. Где-то здесь, в этой части экрана, я думаю, все они будут показаны. И с помощью генератора случайных чисел мы сейчас выберем от 1 до 64. И жмем генерировать. Номер 16. Победил комментарий по номеру 16. Давайте посмотрим, кто у нас. Комментарий коллаба, который мы все ждали. Нас опять разыграли, из настоящего тут только Сильвия. Все остальное отрисовали как всегда. Респект, мужики. Ну, на самом деле так все и было. Ничего настоящего здесь и не было. В общем, поздравляем участника. Это Ярослав Великосельский. В общем, обязательно, если видишь это видео, напиши нам либо в директ, либо в телегу, без разницы, хоть на почту. Ты нам присылаешь свой адрес, и мы тебе бесплатно почтой или с деком там отправим все это дело. Эклипс разыгран. С вами был канал Доната Синема. Всем пока, ждем следующего видео. В следующем видео у нас вроде бы